Записываю это видео, наверное, больше для себя, чем для вас, но если оно вас вдохновит, это тоже будет очень здорово. Несмотря на свои брекеты, несмотря на то, что это очень сильно меня смущает и мешает мне пока в жизни, я все равно решила записать это видео, потому что пока мои эмоции свежи от этого сотрудничества, пока я испытываю эти эмоции, я хочу их запечатлеть именно на камере. И я себя чувствую даже немного виноватой, потому что на самом деле мне нужно сейчас сидеть и делать эскизы для косметического бренда, но я все равно хочу зафиксировать этот момент в своей истории, чтобы потом вспоминать это с любовью и с теплыми воспоминаниями. Я живу своим творчеством и ассоциирую себя полностью со своим творческим процессом. Я полностью связана с тем, чем я занимаюсь. В этом видео я хочу поделиться своим опытом сотрудничества с лондонским шоу-студио. Директор шоу-студио Ник Найт — это такой знаменитый фотограф, который сотрудничает с самыми крупными брендами: Dior, Louis Vuitton, и там огромный список, он исчисляется сотнями, и он удостоен всяческих наград. Также он отмечен британским Vogue и французским Vogue. И он действительно очень-очень талантливый и очень необычный фотограф, который создает очень красивые и уникальные работы. Шоу-студия — это та площадка, которую Ник Найт организовал для того, чтобы воспитывать новое поколение художников, и на этой площадке проводятся прямые трансляции показов мод. Также там создаются интересные проекты по созданию фото, по созданию видео для разных брендов. Они приглашают также к сотрудничеству уникальных фотографов, художников и различные таланты. В своем телеграм-канале я как-то выкладывала видео, где несколько лет назад они приглашали множество иллюстраторов и делали для них живое позирование, и каждый иллюстратор излагал свое видение модели. И когда я это видела, это можно посмотреть на YouTube, я обязательно оставлю все ссылки ниже, и я даже мечтать не могла, что когда-то я буду работать именно с этой студией. Это просто что-то нереальное для меня было. И я не знаю, как работает Вселенная, потому что в июле, я очень хорошо это помню, я много смотрела иллюстраторов шоу-студио, потому что там действительно собраны уникальные таланты, и я для себя какие-то работы сохраняла для того, чтобы ими вдохновляться. И я для себя сделала закладку, и она у меня до сих пор есть. Закладка называется «К сотрудничеству». И я оставила это на потом, потому что я об этом не думала, я не знала, как мне вообще быть, как мне там оказаться. И Вселенная услышала мой запрос, потому что, видимо, Вселенная очень любит, когда мы четко и ясно формулируем свои мысли, идеи, желания. Через несколько недель мне написала заместитель директора, заместитель Ник Найта, и она предложила мне сотрудничество. И я была в безумном восторге, но я не могла этим поделиться в своих социальных сетях, потому что жизнь меня научила тому, что не каждый может порадоваться за другого человека, и лучше сначала сделать, а потом об этом открыто сказать. И я тем более также не хотела об этом говорить, потому что мы вели переговоры, и пока это не было четко выполнено, я не хотела об этом говорить, потому что бывает такое, что по каким-то причинам, форс-мажорным и так далее, сотрудничество может не сложиться. И вот сейчас, когда я сделала всю работу на 100%, я могу открыто этим поделиться и сказать, что я безумно счастлива, и у меня даже нет слов, насколько это приятно для меня, как для иллюстратора. Тот факт, что для этой студии рисовали такие талантливые иллюстраторы, как Блэр Бернштейн, такие как Дэвид Даутон, такие как Нуна Дукоста, такие как Лаура Лейн, Келли Билман, Сесилия Карслет и другие знаменитые иллюстраторы, конечно, это для меня самый большой профессиональный комплимент. И поэтому я испытываю такую честь, что у меня есть такой опыт сотрудничества. И тем более, что российских иллюстраторов там практически нет. В этом году я сделала для себя большой вывод, и я его изначально придерживалась, и изначально у меня была такая позиция, что все-таки каждый иллюстратор должен акцентировать свое внимание на своем уникальном стиле, на своем уникальном таланте, и не гнаться за толпой, и не бояться быть в стороне от толпы, не бояться выделяться. И до сих пор
И до сих пор, работая с разными ребятами, я стараюсь все-таки акцентировать важное внимание на том, чем обладает каждый иллюстратор. И поверьте мне, каждый иллюстратор имеет свое уникальное видение. Главное его найти и его как самый драгоценный камень охранять, его кристаллизовать и ценить. Это самое важное, что у вас есть. Какая задача стояла передо мной? Моя задача стояла дать свою рефлексию на показы мод, которые состоялись в Нью-Йорке. Изначально мы договаривались, что я буду рисовать неделю моды в Париже, но планы изменились, и менеджер шоу-студио написали мне, что они хотели бы, чтобы я открыла этот сезон. Мне прислали перечень показов, которые шоу-студия освещала на своем сайте во время прохождения недели моды в Нью-Йорке. И моя задача была самостоятельно выбрать образы и дать рефлексию на эти образы. Я не была ограничена какими-то задачами, какими-то требованиями, мне предоставили полную свободу, но единственное условие состояло в том, что я должна придерживаться своего стиля. Сейчас я вам покажу работы, которые я рисовала, я все их выложила, практически все выложены в Инстаграм, они выложены на сайте шоу-студио. Первая работа, с которой я начну, иллюстрация коллекции Каролина Страда. Работу я выполнила в таких нежно-персиковых золотистых оттенках, потому что, на мой взгляд, мне показалось, что это лучше всего подчеркивает именно стиль коллекции. Следующая работа, которую рисовала, это Петер Ду. Эта коллекция имеет очень сдержанную гамму, черно-белые оттенки, и здесь очень много линий, очень много четкости, ясности и воздушности. И для моей архитектурной стороны, конечно, эта коллекция показалась великолепной. Следующая работа, которую я рисовала, я выбрала образ Адута Кетч, но я немножко интерпретировала модель, потому что Адута Кетч в этом показе имела другой образ, но мне захотелось исполнить ее именно в таком стиле. И еще один образ, это образ из коллекции Каролина Херрера. Коллекция также содержит сдержанную гамму, но в ней есть какие-то такие интересные яркие акценты. Также в рамках сотрудничества шоу-студия я дала небольшое интервью, и которое можно почитать будет по ссылке ниже. Я здесь не буду делать перевод этого интервью, но отмечу два интересных вопроса, которые каждый может себе задать и найти для себя интересный ответ. Вначале они написали, что они взяли интервью знаменитого иллюстратора, и я чуть не расплакалась в этот момент, потому что у меня нет таких завышенных амбиций, но мои планы по сравнению с тем, где я нахожусь сейчас, мои планы вот такие, и я все время себя чувствую, что я еще в начале пути. Даже если я достигла чего-то, я все равно сжимаю это, и мне кажется, что мне нужно сделать еще очень огромный путь пройти. Первый вопрос, который мне был задан: как я описываю свой стиль? И я подумала, что это прекрасный вопрос, который может задать себе любой иллюстратор, неважно, начинающий или имеющий какой-то опыт, потому что этот вопрос, он действительно заставляет словами описать то, что вы делаете интуитивно, и тем самым вы яснее и четче можете увидеть и описать то, что вы создаете. И вообще, конечно, это очень важно, потому что этот вопрос, он заставляет вас вырабатывать философию своего искусства. Также там были вопросы о моем творческом процессе, о том, как я пришла в иллюстрацию, но один из самых важных вопросов был о том, какое место занимает иллюстрация сегодня. И раньше я очень часто об этом думала, потому что после того, как я плотно занялась иллюстрацией, меня этот вопрос тревожил, будет ли это востребовано или нет, или как это будет развиваться. Но на сегодняшний день я могу сказать, что уже с возрастом ты начинаешь понимать, что есть разные группы людей, для которых фэшн-иллюстрация вообще не имеет никакого значения. Есть группа людей, пусть и небольшая, для тех, кого это все, для кого это все. И поэтому для тех, для кого это что-то значит, она будет развиваться всегда. И люди всегда будут, на мой взгляд, хотеть рисовать, и независимо от того, будет это фэшн-иллюстрация или какое-то огромное художественное произведение, потому что у людей изначально есть потребность в самовыражении,
поэтому этого не отнять, и это может быть и традиционные материалы, цифровая графика, и скульптура, и архитектура, и разные варианты, через которые человек будет рисовать и выражать себя. Еще несколько слов, которые я хотела бы сказать напоследок, как по скриптум. Я получаю вопросы о том, кто помог мне в этом сотрудничестве, или оказало ли влияние на то, что я состою в каких-то сообществах, или есть ли у меня какие-то связи, которые на это повлияли. И меня это очень сильно расстраивает, потому что на самом деле не нужно искать какой-то один ключик, который вы приобретете и который изменит вашу жизнь. И в основе всего лежит труд. И никто меня не продвигал, и даже несмотря на то, что я состою в каких-то сообществах, все мои проекты никак с ними не связаны. Очень важное значение имеет то, что вы делаете каждый день, и это ваш труд. Сколько вы энергии вкладываете в свою работу, столько вы получаете. Сейчас я чувствую небольшое опустошение, несмотря на то, что у меня сейчас впереди не менее интересные проекты, но все равно это такое чувство, которое я еще до сих пор переживаю и хочу им насладиться, потому что все-таки для меня это определенный показатель моего творческого пути. Но сейчас я буду включать камеру и снова берусь за работу, потому что в моем мире ключевая вещь — это трудолюбие. Спасибо, что вы были со мной. I belong to you.